Десерт без особых усилий и вполне из доступных продуктов. Получается воздушно, нежно и безумно вкусно. Идеальное сочетание продуктов точно не оставит вас равнодушными. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. Первым делом взбиваем миксером 450 грамм сливочного сыра. У меня это Филадельфия. Буквально полминуты, недолго. Всыпаем 80 грамм сахарной пудры и также буквально 30 секунд перемешиваем при помощи миксера. – 600 мл холодных сливок взбиваем до пышности и загустения. Жирностью сливки должны быть не менее 30%. Добавляем взбитые сливки к сыру и лопаткой перемешиваем. Получается воздушная смесь. Бисквит нарезаем на небольшие кубики. У меня покупной шоколадный бисквит. Когда нет времени или нет желания, взбивать и выпекать вполне подойдет магазинный. Рецепт домашнего бисквита для этого десерта, ну и не только, я прописала для вас в описании под видеороликом. Заходите, смотрите. Бисквит, кстати, можно испечь заранее, за несколько дней. 2 средних банана нарезаем слайсами. Также поступаем с клубникой. У меня ягода из морозильной камеры. Понадобится 200 грамм. Свежая клубника также прекрасно подойдет. Приступаем к сборке вкуснейшего десерта. На дно формы распределяем немного крема. Моя форма размером 29 на 17 сантиметров. Теперь раскладываем ровно половину бисквитных кубиков. Покрываем все обильно нашим воздушным кремом. Бисквит должен в нем утопать. Следом пошли витамины. Распределяем шайбочки бананов и клубники. Десерт наш не только вкусный и сладкий, а еще и с полезными витаминами. Класс! Банан и клубнику покрываем небольшим количеством крема. Поверх выкладываем оставшиеся бисквитные кубики. Рекомендую форму брать повыше, более 5 сантиметров. Мне пришлось кубики разрезать пополам, чтобы десерт не получился горкой.
Выкладываем весь оставшийся крем, распределяем и разравниваем. Ставим десерт на 1 час в холодильник, а сами в это время подготовим ганаш. Он как раз остынет. Для этого берем 150 грамм шоколада и 100 грамм сливок. У меня темный и молочный шоколад. Подойдет любой, какой есть. Сливки нагреваем почти до кипения и заливаем горячими сливками шоколад. Оставляем постоять примерно 5 минут, а затем перемешиваем до однородного состояния. Если остались комочки нерастворившегося шоколада, подогреваем 30 секунд в микроволновке. Перемешиваем до полного растворения. Ганаш получается глянцевый и довольно густой. Как раз то, что нужно. Поливаем им сверху уже остывший десерт. Украшаем на свое усмотрение. И снова отправляем на 1 час в холодильник. Десерту будет достаточно времени, чтобы пропитаться и стабилизироваться. Очень аппетитно получается. Можно звать семейство к столу. Этот воздушный десерт отлично гармонирует с чаем или кофе. Готовьте, радуйте свои вкусовые рецепторы. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!